знамя японской военщины, знамя империалистических грабежей, пожаров и пыток, расстрелов и виселиц, разбоя и насилий, знамя злодеев, чьи руки обогрены кровью дальневосточных партизан, мученической кровью Сергея Лазо, кровью Шанхая и Порт-Артура, Хасана и Халкингола. Еще недавно оно кичливо реяло над полями и сопками Маньчжурии, над городами Китая, над просторами южных морей, над джунглями Бирмы. А ныне миллионная армия японцев в Маньчжурии разгромлена богатырским ударом Красной армии. В прах и обломки превращены маньчжурские бастионы Японии. В пепле и развалинах лежит столица Японии, Токио. Посмотрим, что это за страна, которая десятилетиями готовила нашествие на нашу родину, а ныне признала себя побежденной. Между Токио и Йокогамой расположен район Кавасаки, один из центров военной промышленности. Здесь ковалось оружие японского империализма, этого главного очага фашизма и агрессии на Востоке. Япония была страной крупнейшей военной промышленности, страной биржевиков и спекулянтов, банков и концернов, деловых и военных кварталов, где вынашивались и разрабатывались планы покорения и раздела мира. Это была страна крупнейшего военно-морского флота, третьего в мире по величине. Она создала мощную бомбардировочную авиацию. Она содержала многомиллионную армию. Но для войны за мировое господство была создана не только армия. Была придумана разбойничья философия о божественном превосходстве японской расы над другими народами. Нынешний император Японии Хирохито Тено, этот сутулый человек в очках в генеральском мундире, по японским законам есть бог и неограниченный властитель души и тела японцев. Японцы. Всем этим людям говорили: вы подданные императора Бога, следовательно, вы выше и лучше всех народов земли. Вы должны подчинить себе другие страны и воздвигнуть японскую крышу над всем миром. Вас поведет император, говорили им. Повинуйтесь ему во всем, жертвуйте для него всем, молитесь ему. Это была хитрая сказка. На ней строилась пропаганда классового мира, пропаганда агрессии и воспитания солдата. С младенческих лет начиналось воспитание солдата. Возраст 2 года.
Мир для него ограничен затылком матери, но родители уже купили ему этот меч. Возраст 5 лет. Вот что они поют. Выйдем в море, усеем трупами волны. Выйдем в горы, устелем трупами травы. Весь мир будет под японской крышей. Возраст 7 лет. Поклонение флагу восходящего солнца. С этого начинается, и этим кончается их школьный день. Возраст 11 лет. Урок географии. Японский учебник Сакамото, изданный в декабре 1942 года, был составлен в форме вопросов и ответов. Учитель, покажи мне, ученик, границы Японской империи. Так, а теперь покажи мне границы японского духа. Ученик, у японского духа широкие границы, господин учитель. Учитель, покажи их. Они идут от Карского моря по Уральскому хребту, через Кавказ и Курдистан, охватывает Маньчжурию, Китай, Индию, Бирму, Таи, Филиппины, Австралию, Новую Гвинею и острова Тихого океана. Ибо сказано у наших мудрецов, что твое, то твое, но не мешает приобрести еще что-нибудь. Возраст 16 лет. Сперва научись бить палкой. Возраст 18 лет. Последняя шлифовка. Научись колоть штыком. Возраст 20 лет. Бей, насилуй, расстреливай. Все простится во имя великой Японии. Так получался японский солдат с сердцем разбойника и с современным оружием. Так с малых лет и до глубокой старости внушали японцам, что их божественное назначение — покорить весь мир. Недаром прозвали их немцами Азии. Только вступление в войну Советского Союза могло рассеять в прах ставку японского империализма на затягивание войны. Верная своему союзническому долгу, стремясь приблизить наступление мира во всем мире и освободить японский народ от дальнейших жертв и страданий, советское правительство заявило, что считает себя в состоянии войны с Японией. Посол Советского Союза в Японии товарищ Малик направляется к министру иностранных дел Того для вручения ему заявления советского правительства. Тысячи километров дикой тайги, глухая таежная тишина, сопки, насколько хватает человеческий глаз. Это граница СССР и Маньчжурии. На этих необъятных пространствах суждено было разыграться битвам, в которых Красная Армия по сталинским планам, под сталинским верховным руководством полностью рассчиталась с исконным врагом нашей Родины на Востоке. Осталось несколько часов до начала военных действий. Ставка главнокомандующего вооруженными силами Красной Армии на Дальнем Востоке маршала Василевского. Маршал Советского Союза Александр Василевский. Член военного совета Ставки генерал-полковник Шикин. Начальник штаба генерал-полковник Иванов. Главный маршал авиации Новиков. Генерал армии Масленников. Пройдет еще немного времени, и план разгрома японских хищников воплотится в действие. Вот в чем состоял этот план. 3 фронта одновременно должны обрушиться на врага. Забайкалье, Забайкальский фронт. Амур, 2-й Дальневосточный фронт. Приморье, 1-й Дальневосточный фронт. Забайкальский и 1-й Дальневосточный фронты наносят удары с запада и с востока
и, соединяясь в районе Чанчунь, рассекает Маньчжурию на две части, окружив и изолировав таким образом всю японскую и квантунскую армию со всеми ее укрепленными районами. Одновременно второй дальневосточный бьет с севера на юг, рассекая японские группировки, расположенные на Амуре и Сунгари. Забайкальский фронт имеет три направления. Первое – на Чанчунь. На его пути Халун-Аршанский укрепленный район и горы Большого Хингана. Второе направление – на Цицикар, через Маньчжуро-Джалайнурский и Хайларский укрепленные районы. Третий удар – вглубь Южной Маньчжурии. Этот удар осуществляется силами монгольской армии маршала Чойбалсана. Первый Дальневосточный фронт. На Чанчунь, навстречу Забайкальскому фронту. На его пути пограничнинские и дунинские укрепленные районы японцев и дальше труднодоступная горно-таежная местность. Второй Дальневосточный. Его задача – форсировать во взаимодействии с Амурской флотилией реки Амур и Сунгари и нанести удар вглубь Маньчжурии. Одновременно войска фронта во взаимодействии с Тихоокеанским флотом очищают от японцев Южный Сахалин и Курильские острова. Тихоокеанский флот наносит удары по портам Кореи – Сейсин, Расин и Юки. Командующий Забайкальским фронтом маршал Советского Союза Малиновский. Командующий Первым Дальневосточным фронтом маршал Советского Союза Мерецков. Командующий Вторым Дальневосточным фронтом генерал армии Пуркаев. Огонь! По Маньчжуро-Джалайнурскому, по Гутаузскому, по Мишанскому, по Дунинскому, по Пограничнинскому. По всем укрепленным районам японцев огонь! По их дотам, по их связи, по их дорогам, с земли, с воды, с воздуха. В открытое море вышел наш Тихоокеанский флот, готовый к встрече с врагом. Вступает в действие Амурская военная флотилия под командованием контр-адмирала Антонова. Амур. Орудия и снаряды через Амур. Танки через Амур. Дивизии через Амур. Вот он, южный берег Амура, откуда много лет жадно глядели на нашу землю японские самураи. Догляделся. Основные пограничные укрепленные районы были прорваны. Вот что осталось от подземных бетонных сооружений в районе станции Пограничная, где японцы особенно яростно сопротивлялись. Теперь перед каждым фронтом вставала новая задача, характерная для Дальневосточного театра войны. На пути войск маршала Мерецкого лежала труднопроходимая горно-таежная местность. Тайга. Только таежный зверь и бывалый охотник проходили по этим местам. Теперь здесь идут минеры. Нет ли мин под корягой, валежники, под тысячелетним камнем? Зарубка на дереве, путь свободен.
Японцы считали эти места непроходимыми, но еще Суворов сказал, где олень пройдет, там и русский солдат пройдет. Добавим, и русский танк. А в это время за 1500 километров от этой тайги двигались навстречу войскам маршала Мерецкого войска маршала Малиновского. Танковые части генерал-полковника Кравченко устремились к горному хребту Большой Хинган. Большой Хинган. Здесь нет тайги, но здесь горные кручи и пропасти, тяжелые подъемы, размытые дороги и тропы, туманы. Через все это надо пройти, но не только пройти, а перебросить танки и артиллерию, снаряды и пищу. Предгорья Хингана. Еще идут петлистые дороги, вырубленные в скалах, но скоро кончатся. К Хингану же, к его южным отрогам, двигалась монгольская армия. Ее путь — безводная пустыня, пески, жара и удушливые ветры. Маршал Монгольской Народной Республики Чойбалсан. Его войска и кавалеристы генерал-полковника Плиева прошли по монгольским степям. Ни ориентиров, ни колодцев. Норма 200 грамм воды в сутки. А здесь, на пути войск генерала армии Пуркаева, слишком много воды. Прошли сильные дожди. Реки вышли из берегов. Вода залила поля. Огромная территория в 200 тысяч квадратных километров превратилась в трясину. Луга, шоссе и проселки стали сплошным желтым месивом. Вода пощадила лишь насыпи железных дорог. Пришлось превратить их в дороги для танков. Пехота шла вброд. Сутками по пояс в воде. Но не остановила наших людей вода, как не остановила их ни тайга, ни пустыня, ни горы. Амурская флотилия. Она поддерживала войска, продвигающиеся по болотистой Сунгарийской равнине. Мониторы и бронекатера шли вверх по Сунгари, выбрасывая десанты в прибрежные города. Город Дзямусы. Амурцы атакуют его с воды. Японцы упорно отстаивают город, как отстаивают они в это же время сотни других пунктов на всем протяжении огромного фронта. В это время Забайкальский фронт подошел вплотную к Хингану. Новая преграда. Халун-Аршанский укрепленный район. Огонь! Пока наши снаряды и бомбы долбят и вспарывают Халун-Аршанские укрепления, часть войск Забайкальского фронта идет
в обход. Начинается один из самых славных эпизодов этой войны. Переход через Хинган. Все с собой. Провиант, воду, горючее, даже дрова. Все дико вокруг. От колодца до колодца десятки километров. Узкая горная дорога. Ее отдали танкам. Пехота и конная артиллерия идут пастушьими тропами, а то и вовсе без троп. Днем и ночью, в дождь и туман. Так метр за метром, а надо пройти 300 километров. Всю ширину Хинганской горной гряды. Наконец, высшая точка перевала. Начинается спуск. Но он еще труднее, чем подъем. Все то, что люди неимоверными усилиями тащили наверх, теперь тянуло их вниз. Не ожидали японские стратеги, что нашему командованию с боями удастся перебросить по узким горным дорогам, по непроходимым кручам огромную современную армию. Хинган остался позади. На Маньчжурскую долину обрушились танки генерала Кравченко, кавалеристы генерала Плиева, пехотинцы генерала Лучинского. Основная масса войск Забайкальского фронта устремилась теперь вперед по маньчжурским полям на Чанчунь. Позади остался не только Хинган, но и обломки Халун-Аршанского укрепленного района. Этот район, как и все другие, были созданы японцами с учетом опыта линий Мажино и Зигфрида. Вот так называемый ДОТ-ансамбль. Вы видите только один из его этажей, а под землей еще 3. В подземных арсеналах хранился боевой запас, который годами свозили сюда японцы, готовя поход на Советский Союз. За 1000 километров от Хингана действовал наш Тихоокеанский флот под командованием адмирала Юмашева. Курс на порты Кореи, Юки, Рассин, Сейсин, ближайшие к японским островам базы снабжения врага. Сейсин. Первыми бросились в бой моряки-автоматчики. За ними морская пехота. Бой перенесся на улицы города. Каждая сопка вокруг города была превращена японцами в крепость. Прямой наводкой. Орудия вперед! По амбразурам! За прекращение огня японский ДОТ голосует обоими руками. Сейсин свободен! Отныне свободны те, кто долгие годы носил кандалы, кто не хотел, чтобы Корея была японской.
К этому времени обстановка на решающих направлениях сложилась так. Войска маршала Малиновского, форсировав перевалы Большого Хингана и прорвав Халунь-Аршанский укрепрайон, заняли города Салунь, Ванемяо, Таонань и приближались к Чанчуню с запада. Войска маршала Милицкого, двигаясь на Чанчунь с востока, подошли к последней крупной преграде, к сильно укрепленному городу Мутаньцзян. Войска генерала Крылова, шедшие в острие удара, подходили к городу. Передовые отряды сразу же попали под яростный огонь японских войск, ринувшихся в контратаку. С севера, во фланг японцев, ударили войска генерала Белобородова. Многочисленные доты были расположены в пещерных выемках, но и там доставали врага кинжалы наших огнеметов. Войска генерала Белобородова ворвались в город. Город пылал. Дым и пепел застилал глаза. С каждого чердака били японские снайперы. Что не окно, то огневая точка. Японский снайпер-смертник. Еще в школе их учили песни. Весной засеем Азию японской травой. Осенний покос. Эти укрепления с их казематами, подземными ходами сообщения, бетонными ангарами были последней преградой для войск Первого Дальневосточного. Путь к Чанчуню был прорублен. В районе Чанчуня, пройдя навстречу друг другу 1500 километров, соединились ударные клинья двух основных фронтов. Таким образом, вся Северная Маньчжурия оказалась отрезанной и взятой в клещи. Квантунская армия была окружена и рассечена. Отдельные ее части потеряли связь друг с другом. После безуспешных контратак они стали сдаваться в плен нашим войскам. Потерял ориентировку и сам маньчжурский император Пуи. Он удрал из столицы Чанчунь в Мукден со своими министрами и чемоданами. Но здесь был захвачен нашими десантниками со всеми министрами и чемоданами. Потом пошли генералы. Первым был захвачен в плен генерал Мизихара. Его взяли прямо на командном пункте наши танкисты. Самурайская спесь заставляет его закрываться от киноаппарата. И этих захватили на их командных пунктах. Спесь как будто уже не та. А эти пришли сами. Командование Квантунской армией. Вот этот, который облизывается, это начальник штаба 3-й Квантунской армии генерал Ханзира. Командующий 3-й Квантунской армией генерал Мураками. Главнокомандующий Квантунской армией генерал Ямада. И пошли генералы. 3, 20, 70, 148 японских генералов сдались в плен войскам Красной армии. Сдавалась в плен Квантунская армия, лучшая армия Японии. Это они горланили песни о японском Байкале, и каждый из этих молодцов носил за поясом нож, чтобы вспороть себе живот, сделать харакири, но не сдаться в плен.
40 лет создавались японской военщиной отборные императорские дивизии для войны с нашей страной. Эти дивизии проходили практику войны в Китае. Они были вооружены до зубов современным оружием и воспитаны в духе самого мрачного фанатизма. Невиданный по силе и стремительности удар Красной Армии поставил их на колени, сокрушив не только мощь японской армии, но и ее хваленный самурайский дух. Нашими войсками было взято в плен 594 тысячи японских солдат и офицеров. Наши войска, двигаясь стремительным маршем, в несколько дней овладели городами Чанчунь, Мукден, Цицикар, Харбин, Гирин, Джэхэ, Дайрен и Порт-Артур. Впервые после 14 лет японского ига свободные вышли на улицы и площади десятки, сотни тысяч китайцев и маньчжур. Город Чанчунь. Митинг в честь Красной Армии, армии освобождения. По городам и селам Маньчжурии шла Красная Армия, солдаты великого советского народа. Это были воины, учившиеся искусству победы на Хасане и Халкинголе, на Днепре и под Сталинградом, в танковых ударах на Украине, в уличных боях Будапешта, в артиллерийских штурмах Кёнигсберга и Берлина, в воздушных боях над Кубанью и Варшавой. Эти люди закалились в пламени битв с фашистскими агрессорами. Их вел вперед создатель советской военной науки, гениальный творец всех наших побед, генералиссимус Сталин. Да, только этим людям было по плечу разгромить в считанные дни миллионную армию японской агрессии и тем самым решить исход мировой войны на Востоке. 2 сентября 1945 года. Токийская бухта. Министр иностранных дел Японии Мамору Сигемицу поднимается на борт американского линкора «Миссури» для подписания акта о безоговорочной капитуляции. От имени союзных держав акт подписывает генерал МакАртур. От Соединенных Штатов Америки адмирал Нимец. Представитель Китайской Республики генерал Су Юн Чан. От имени Англии адмирал Фрезер. По уполномочию Верховного Главнокомандующего советскими вооруженными силами акт подписывает генерал-лейтенант Деревянко. Его сопровождают генерал-майор авиации Воронов и контр-адмирал Стеценко. Япония разбита и признала себя побежденной.
черное пятно поражения русских войск в 1904 году ликвидировано. Курильские острова. Теперь они снова принадлежат нашей стране. Наше знамя развивается над Южным Сахалином. Южный Сахалин, порт Отомари. Самураи, вон с Сахалина. Советские корабли вошли в Порт-Артурскую бухту. Перепелиная гора. На ее башне, возвышающейся над гаванью, сейчас взовется знамя нашей победы. Вот оно уже реет над Перепелиной горой. Оно, как светоч, встанет перед кораблями, идущими в Порт-Артур. Командование всех трех фронтов во главе с маршалом Василевским прибыло в Порт-Артур. Этот венок возложат на могилы героев Порт-Артура их сыновья и внуки, те, кто в тяжелых боях пришли сюда через горы, тайгу и пустыни. От имени командования венок возлагает маршал Василевский. Спите, орлы боевые. Новое поколение советских людей, взращенное партией Ленина-Сталина, отомстило за вас. На сопках Маньчжурии воины спят. И вспоминается простая и трогательная мелодия старой песни об этой далекой земле. И снова на вахту у Великого океана встал часовой нашей Родины. Наш советский народ не жалел сил и труда во имя победы. Мы пережили тяжелые годы, но теперь каждый из нас может сказать: мы победили. Отныне мы можем считать нашу отчизну избавленной от угрозы немецкого нашествия на западе и японского нашествия на востоке. Наступил долгожданный мир для народов всего мира. Сталин.